Здравствуйте, скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака на февраль месяц. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает в феврале. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Вы сможете оставить свой комментарий, отзыв под этим видео, также свой лайк, если видео вам нравится. Ну и не забудьте подписаться, кто впервые на моем YouTube-канале и кому этот расклад подошел. Итак, давайте посмотрим, скорпионы, что же вас ожидает в феврале 2026 года, какие события у вас произойдут. Помним, что это основной расклад, поэтому здесь мы рассматриваем основные моменты, может быть, какие-то основные направления того, что происходит в вашей жизни. Где-то, возможно, уточняем, детализируем, но это общий расклад, помним об этом, пожалуйста, не забываем. Итак, скорпиончики, давайте посмотрим, что же происходит у вас в феврале. Первая карта, которая у вас выпала, карта шестерка кубков. Вы знаете, карта семьи, семейного очага и всего в целом связанного с вашей семьей, с вашим домом, с вашими близкими, родственниками, может быть, вашими детьми или внуками. У вас здесь есть желание уделять больше внимания и времени своей семье, может быть, проводить с ними больше времени, потому что есть какие-то мероприятия, там праздники, юбилеи, на которые вас приглашают. Также по шестерке кубков вы можете здесь общаться с приятелями, друзьями, с которыми вы давно не виделись, к примеру, вы с ними вместе учились, или вы куда-то уезжали, и здесь вы можете вернуться в город, в котором вы учились, к примеру, с ними увидеться. Или по шестерке кубков, если вы где-то были не дома, вы могли вернуться домой. То есть здесь по шестерке кубков есть вот это ощущение дома, каких-то ностальгических воспоминаний, которые у вас присутствуют, соответственно, по этой шестерке кубков. Давайте посмотрим, что еще здесь дополнительно у вас выпадет, скорпионы, какая карта рядом у нас ляжет с шестеркой кубков. Карта семерка кубков. Очень много здесь планирования, каких-то планов семейных ваших, планирования чего-то касающегося ваших детей или внуков тоже. У кого-то здесь планы, где вы имеете несколько вариантов, и вы выбираете уже из этих вариантов, думаете, какой из них лучшим будет для ваших близких, допустим, какой поможет реализовать вам ваши мечты, касающиеся семьи, может быть, того, что вы себе спланировали, нафантазировали, придумали, то, о чем вы мечтаете. Да, то есть здесь какие-то вот планы вы строите. Семерка кубков достаточно такая хорошая карта здесь, причем и шестерка, и семерка кубков — это карты скорпиона. В младших арканах они соответствуют скорпионам, особенно скорпионам, ноябрьским скорпионом, да, потому что, октябрьским пятерка кубков, значит, да, действительно, ноябрьским скорпионом. Но не суть важно. Здесь основной это момент не в этом, а в том, что у вас очень много действительно здесь каких-то таких фантазий касаемо семьи, у кого-то здесь планов или желания вернуться куда-то, где вы жили раньше, может быть, вернуться к вашей семье, увидеть их, тоже такое может быть. Семерка кубков. Семерка кубков еще и о каком-то вдохновении. Вас вдохновляет то, что касается вашей семьи, или вы вдохновляетесь тем, что делают ваши дети, к примеру. Тоже очень неплохо, достаточно хорошая карта здесь есть. Итак, давайте посмотрим, что под шестеркой кубков у вас выпадет, скорпиончики. Карта семерка пентаклей. Здесь могла быть ситуация, где вы как будто бы шли от ситуации ожидания. То есть вы долгое время ожидали, ждали, проявляли терпимость в чем-то, что касается, опять-таки, вот этой карты шестерка кубков. Возможно, вы не получали какого-то результата, или что-то очень медленное происходило там у ваших близких, там у ваших детей. Не знаю, что-то не получалось долгое время, а вы за них переживали. Или вы долгое время не могли приехать туда, где хотели бы оказаться, к примеру, потому что это вызывает у вас определенную ностальгию, какие-то воспоминания. У кого-то здесь, возможно, ситуация, где кто-то ожидал беременности, долгое время наступления беременности. И здесь много размышлений и планов, касающихся этого, соответственно,
мероприятия, да, то есть насколько удачным будет сама беременность, как удастся ее выносить, и все в таком духе. То есть здесь могут быть мысли, касающиеся вот этого вот ожидания пополнения в семье, и какие-то здесь планы, касающиеся будущего, соответственно, да, которое будет вас ожидать, когда появится этот ребенок, к примеру, тоже может быть. Давайте посмотрим ближайшее прошлое. Здесь карта, которая у нас выпадет для скорпиончиков. Карта ближайшего прошлого. Здесь карта императора, карта Овна. Да, у кого-то может быть общение с человеком знака Овен, а для кого-то император будет символизировать вас непосредственно. То есть вы могли показывать в ближайшем прошлом качество человека очень властного, лидера такого по натуре, амбициозного, который принимает решения в своей жизни и не боится принимать эти решения, который умело управляет всем, что происходит в его жизни. Может быть, да, вы занимаете какую-то руководящую должность, может быть, вы здесь по этой карте руководите людьми, да, и в ближайшем прошлом здесь какие-то важные вопросы касались вашей вот этой вот должности, к примеру. Либо по карте император здесь могло быть общение с человеком, который обладает такой властью, может быть, вашим начальником, начальством по императору, то есть кем-то, кто занимает такой высокий пост. Также это, в принципе, и карта отца, то есть человека, который для вас авторитетен как таковой, да, лидер. Может быть, общение с таким человеком. То есть либо вы проявляли эти качества, либо вы общались и имели какое-то важное, да, важное общение, важный диалог, какие-то важные дела с таким вот человеком. Давайте посмотрим, что здесь еще будет у вас под 7 кубков. Карта 9 мечей. По 9 мечей здесь есть определенные переживания. Может быть, тревога, которая у вас появляется в связи с тем, что вы думаете. Может быть, я не то решение принимаю. Может быть, я чересчур себе надумал, да, нафантазировал чего-то такого, что не сбудется, как воздушные замки. То есть здесь может быть много каких-то сомнений, правильно ли вы поступаете, правильно ли вы выбор делаете. Может быть, вы стыдитесь чего-то, что вы, возможно, приняли какое-то решение, но неловко себя чувствуете там перед своей семьей, допустим, тоже такой вариант здесь может быть, и вас это беспокоит. А также здесь какие-то события могут происходить в вашей семье, которые не дают вам чувства покоя, вы, может быть, много переживаете из-за этого, много думаете об этом, и по 7 пентаклей действительно или ожидаете каких-то вестей здесь, соответственно, да, от ваших родственников, от близких, ждете каких-то сообщений, и при этом себе додумываете, дофантазировать пытаетесь какой-то вариант развития событий, который будет наиболее оптимальный. Давайте посмотрим ближайшее будущее для скорпиончиков, то есть середина февраля приблизительно. Есть карта умеренности и баланса. Для кого-то это общение со Стрельцом, карта Стрельца. Но в целом это гармония, это равновесие. Здесь такой ангел изображен, да, то есть ощущение, что ангел рядом с вами, ощущение, что он вас поддерживает, оберегает. И здесь в целом по этой карте можно говорить о том, что вы стараетесь сохранять свой какой-то потенциал жизненный в балансе, в равновесии, чтобы не перевешивали какие-то негативные мысли, негативные чувства, чтобы вы больше все-таки думали о хорошем, чтобы у вас было больше спокойствия, умиротворения в душе. Также вы здесь постараетесь находить какие-то компромиссы с окружающими. Если возникают какие-то спорные моменты, вы стараетесь договариваться, стараетесь сохранять дружеские отношения, да, стараетесь ни с кем не ссориться, то есть не создавать каких-то дополнительных проблем, что ли, так. Может быть, сглаживать углы, там, где они острые чересчур. Это то, что вы будете стараться здесь делать в середине февраля. Давайте посмотрим следующую карту. Карта 4 мечей. Здесь же опять-таки 4 мечей. Очень много размышлений, очень много мыслей. Вы очень много думаете по 4 мечей о том, что вот возможно здесь для кого-то это, знаете, даже как период ожидаемого отдыха или отпуска для кого-то. Может быть, кто-то берет неделю или 2 просто отдыха по 4 мечей, соответственно, находится в таком вот состоянии успокоения, да, пауза определенной. Также здесь может быть и размышления, опять-таки, о поездке. Поехать туда, где вы были раньше, размышления об этом. Так, 4 мечей. Давайте посмотрим еще. Но очень много мыслей
попытки заглянуть внутрь себя, может быть, прислушаться к своей интуиции, тоже по 4 мечей, заняться таким самоанализом своим, разобраться в своих чувствах. 4 мечей, разобраться в своих чувствах. Возможно, окружающим может показаться, что вы несколько, как будто как в своем мире, да, замкнуты немножечко. То есть, опять-таки, не стараетесь здесь выделяться или не стараетесь здесь каким-то образом свою точку зрения продвигать как-то активно, да, то есть вот вы, как будто бы не хотите, опять-таки, ни с кем конфликтовать, стараетесь здесь очень спокойно себя держать, чтобы не заострять никаких углов. Давайте посмотрим еще дополнительно в вашем окружении карта. Что здесь выпадет? Карта 2 кубков, карта, тоже, знаете, или пары человека, да, с которым вы живете, может быть, общаетесь, с кем встречаетесь, то есть пара. Пара в целом это может быть пара в отношениях, да, а может быть пара касаемо, допустим, пары там в плане работы, да, партнер по работе, кто-то в вашем окружении по 2 кубков, кто пытается здесь вас опять-таки поддерживать и понимает, и ощущается как родственная душа, поэтому, да, здесь все-таки такие влюбленные показаны, то есть здесь больше, наверное, если говорить, наверное, про отношения больше, да, то 2 кубков показывает такую идиллию, когда человек, с которым вы в отношениях, старается вас и поддержать, и понять, и прислушаться к вам, и почувствовать, что вы испытываете, чтобы максимально вас поддержать и вам помочь. Также 2 кубков — это карта ребенка, то есть, опять-таки, для кого-то из скорпионов важное значение будет иметь ребенок, иметь ваша семья, 2 кубков. Также, в принципе, и рождение ребенка, да, то есть все, что связано с детьми. И в плане дружбы тоже вы можете встречаться с кем-то там из ваших близких друзей, с кем вы учились вместе, раньше дружили. 2 кубков — это еще как родственная душа, это ваш друг, может быть. То есть друг, если партнер по работе, по бизнесу, то человек, которому вы доверяете, и с которым вы можете действительно работать, не переживая о результате, да, вы знаете, что вы получите этот результат, потому что вы знаете, с кем вы работаете. Может быть, вы и отпуск берете, правда, потому что вы доверяете тому человеку, который остается работать там вместо вас какой-то период времени. Давайте посмотрим следующую карту ваших страхов или переживаний, да, а может быть, надежд. Смотрим, 3 пентаклей. Вот 3 пентаклей, она здесь о вашем желании, скорее по 3 пентаклей, о желании действовать смело и решительно, о том, что вы хотите каких-то перемен, и вы здесь готовы делать определенные шаги для достижения своей цели. Вы хотите здесь действовать, вы хотите действовать уверенно, да? Ваше желание здесь есть либо по 3 пентаклей, чтобы, вот, не знаю, опять-таки, как вся семья сообща, чтобы они сообща что-то делали, чтобы они сообща трудились на благо семьи, чтобы поддерживали друг друга. Может быть, вы хотите помощи от своих близких, либо вы ожидаете помощи от них, соответственно, да, какой-то поддержки и участия также. Вот она, 3 пентаклей здесь. О работе сообща, вместе. Вместе мы сильнее, да, и ваше желание здесь вот в такой коллаборации с другими людьми сотрудничать, работать, договариваться о чем-то, совместно какие-то действия выполнять и чувствовать эту поддержку. Давайте посмотрим следующую карту на финал месяца. Это не обязательно итог, прям непосредственно конец месяца, это просто как финал расклада для скорпиончиков. И здесь карта отшельника, то есть будет очень много опять-таки ситуации, когда вы сможете разобраться в своих внутренних ощущениях по отшельнику, стать, возможно, в чем-то мудрее, как будто бы старше, да, в каком-то смысле, то есть духовно вырасти. Вы здесь будете по отшельнику, возможно, знаете, как будто находили для себя какие-то ответы в этом самоанализе, ответы, которые вы ищете по этой карте. Карта отшельник. То есть у вас будет время сделать паузу, время остановиться, время подумать, взвесить все за и против, возможно, выбрать какой-то подходящий вариант, который касаться здесь будет вашей семьи или вот этой пары, с которой вы здесь имеете дело. То есть друг, влюбленный, не знаю, кто-то вот касающийся вашей второй половинки пары или родственной души для вас. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для скорпионов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.